На старт. Один введу 5 видов: фехтование, стрельба, плавание, верховую езду, выезжаю с ними на поле. Конечно, надо узнавать, кто чем дышит. Увидел, вылить, очистить, налить. Кому легче плавать, взрослым, обучать взрослых или детей. Обожгло тело, ледяная вода. Хотя тогда не забирали с института в армию, меня забрали. О, ура! По кандидатам, оказывается, я проплыл в такой воде. И вот на Олимпийских играх Зиновко Эдуард занял второе призовое место. Лучшей работы для меня нет. Здравствуйте. Я тренер по плаванию и по современному пятиборью. В настоящее время работаю только в плавании. Моя фамилия Абдурахманов Рашид Миталиевич. Работаю в этом бассейне с 1994 года. Но это было в Казахстане. Я еще не тренировался никогда. Просто купался в речке. Однажды меня школьный учитель выставил на соревнования по плаванию. Бассейн, 3 дорожки, бетонный. Я не умею ни повороты, ни технику плавания. Просто встал на старт, как мне сказали, 100 метров, 2 круга, 25-метровый бассейн. Проплыл, но поударялся об стенки очень сильно. Когда вышел, иду вдоль бортика, уже закончил соревнование. Иду, там спрашивают у которых тренировались: выиграл? Да нет, вот этот откуда-то появился и выиграл. Ну, сразу с 3-м взрослым я проплыл. Результат был выше 3-го взрослого. Вот так началась моя плавательная жизнь. Заметили меня сразу, на тренировки пригласили. Ну, начал тренироваться. Всем было, бассейнов не было хороших, в озере плавал. Всем становится холодно, выходят, греются на солнышке. Я даже без тренера старался проплывать. Там отрезок примерно 100 метров или 150 такой ширины. Вот после этого меня повезли на соревнования в город Алмата. Я жил в городе Чимкенте, южный город. Сейчас он называется Шымкент или как, я не знаю. Но в этом поехал первый раз на соревнования в Алмата. Алмату тогда называли. С первого раза я у всех выиграл. С первого раза стартуя там выиграл. Но через месяц вернули опять какие-то соревнования. Пришлось опять выступать. Я тогда установил рекорд Казахской ССР на 1500 метров сразу. Такие вот были, возможности, видимо. Меня научили поворот делать, технику показали, как плавать. Повезли, мне кажется, в Ригу. Первый раз я поехал на всесоюзные соревнования. Я не помню, как хорошо я там выступил или нет, но первый взрослый я там выполнил сразу. Ну и началось с этого каждый день тренировки. Потом нежданно меня заметил один тренер по современному пятиборью. Он сам приехал со Львова в Алмата, пригласил меня туда. Пришлось тренироваться. Большие, говорят, надежды подавал. Хорошо бежал, хорошо плыл. Приехали в Алмата, я начал тренироваться, и у меня умер отец. Он участник Великой Отечественной войны. И так пришлось прекратить тренировки. Пришлось зарабатывать. У меня было 3 брата и 4 сестры в семье. Вот они, тяжело, они младше меня, 2 старше меня, сестры, а эти младше, приходилось работать. Первая работа моя была в общеобразовательной 7-летней школе. Директор школы, я в институт пошел поступать, директор школы меня не отпускает.
Мы для тебя все, что угодно сделаем. Оставайся, работай. Месяц не увольняла. Ну, все-таки уволила. Я поступил в институт в Алмате. Казахский государственный институт физической культуры и спорта. Я с каких-то соревнований прилетел, в аудитории сижу, вдруг заходят военные, но я не знал звание там какое, старший, сейчас-то я знаю, старший лейтенант и 2 прапорщика. Есть такой Абдурахманов? Есть преподаватель, отвечает. Можно его в коридор? Я выхожу из аудитории. У вас паспорт случайно не с собой? Я говорю, с собой, я только прилетел с соревнований. Покажите, я показал, они забрали паспорт. Вот вам повестка, за 2 дня рассчитаться с институтом. Забрали в армию. Ну, в армии я все время выступал за Среднеазиатский военный округ. Однажды помню такой случай, по-моему, в Андижане были соревнования, не знаю, это генерал пришел, вода зеленая, танковом училище или танковое, что-то такое там было. Зеленая, но мы плавали 4 дня. Последний день там на 1500 надо было плыть. Ну не мне, а другие должны были плыть. А генерал увидел такую воду. Вылить, очистить, налить новую воду. Такой 50-метровый бассейн. Как за ночь там 50-60 этих пожарных машин. Выливали, вытаскивали, чистили. Там солдат сколько, я не знаю. Короче, утром приходим на 10 часов. В 11 старт должен быть. Вода чистая, прозрачная. Из артезианского колодца они поналивали. 8 градусов. Вода холодная, ледяная. Ко мне подходит, дай бог памяти, начальник физподготовки Среднеазиатского военного округа: Рашид, давай плыть. Я говорю, я не плаваю 1500 уже давно. Надо плыть. Мы проигрываем 300 очков кому-то. Надо плыть. А зачет по кандидатам в мастера спорта. Ну, уговорил. Я, говорит, приказываю тебе. Я говорю, ну как приказываете? Приказываю, давай плыви. Хорошо. Старт дали. Плывем 50 метров. Обожгло тело, ледяная вода. Плывем. 8 человек, все плывут. Плыли, метров 800 проплыли уже. Все одинаково, я же в воде вижу. Без очков, но видно. Раньше в очках не плавали. После этого, ну, думаю, зачем я упираюсь так сильно? Уже 900, смотрю, я оторвался. Я на 5-й дорожке плыл. Потом еще 100 проплыли, уже 1100. Я метров 20 уже обогнал всех. Потом уже метров 1300 было уже. Я оторвался на 25 метров. Приплываю, коснулся. А они, наша команда, с этим полковником стоят, что-то так. О, ура! По кандидатам, оказывается, я проплыл в такой воде. Ну и мы выиграли первое место. Еще 600 очков я принес. И выиграли первое место. На 300 очков вошли другие команды. Там многие посходили, не смогли доплыть. Холодная вода. Ну, после армии пришлось, меня демобилизовали. Еще хотели, чтобы я выступал за армию. Но я говорю, я буду работать тренером. А был на 2-м курсе. Тренером устроился сразу в плавательный бассейн. Там у нас в Чимкенте был 25-метровый, 5 дорожек. Внизу трубы проложены для обогрева, бассейн такой, ну, исторический. Там я начал тренировать, ну, довольно прилично. Если честно сказать, там в Караганде уже зимний бассейн был, в Алмате зимний бассейн, еще где-то в Балхаше и в Актюбинске, там много уже зимних бассейнов, а у нас не было еще зимних бассейнов. Поэтому я начал тренировать в этом, вот этот зимний, он открытый, просто и зимой, и летом. С этими детьми, которых я готовил, мы поехали на первенство Казахской ССР тогда. И я у всех выигрывал там.
Они потом приехали делегацией ко мне посмотреть, где же я тренирую и что я делаю. А у меня зал примерно 2,5 метра шириной, длиной метров 12. Для разминки на суше зал, там для занятий с резиной, там ОФП и так далее. Они как посмотрели на меня, говорят, как вы можете в таком положении выиграть у нас? Как вы можете это делать? Ну, я говорю, тренирую. Они меня приглашали потом в Алмата работать, я отказался. Так вот и получилось, потом женился, дети появились, работал по случаю то, что супруга была из Киргизии, пришлось переехать в город Фрунзе тогда, а сейчас Бишкек. Пришлось работать в школе Олимпийского резерва по плаванию. Супруга работала, Черевко Любовь Ивановна, а я в школу Пятиборья меня пригласили работать. Ну хорошо, там работал. Там несколько мастеров спорта уже подготовлено было. Потом все-таки я перешел в школу Олимпийского резерва по плаванию, где 8 или 9 человек я в городе Дубне готовил, в Подмосковье их. Они, 8 или 9 человек выполнили мастеров спорта. Сильные ребята были. Вдруг мне звонят из Москвы начальник Центрального спортивного клуба. Приехал я к нему, вы должны ехать в Самару. Пришлось приехать сюда. Здесь в общежитии я долго жил, пока не наладил современное Пятиборье. Команда стала очень сильной. Она на последнем этапе Кубка мира, чтобы попасть на Олимпийские игры, 2 человека попали на Олимпийские игры с моей команды. Зиновка и еще фамилию забыл. Короче, на этих соревнованиях они попали на Олимпийские игры. И вот на Олимпийских играх Зиновка Эдуард занял 2-е призовое место. Серебряный призер Олимпийских игр. Здесь пришлось еще поработать в Пятиборье. Потом я один веду 5 видов: фехтование, стрельба, плавание, верховую езду, выезжаю с ними на поле, чтобы показать, как ехать, как маршруты делать. Очень тяжело одному. Тут еще такая девочка была, Марчук Алена. Она выступала довольно прилично, завоевала, стала мастером спорта международного класса. Ездила за границу, выступала хорошо, 3-й, 2-й, но чемпионкой, по-моему, не была, но в призах всегда. В команде, да, она была. Мне стало как-то одному тяжело фехтование вести, стрельбу, плавание. Стало тяжело. Я говорю, я буду вести плавание. Я же раньше в плавании работал. Там заслуженного плавания Казах СССР получил. И пришлось перейти на плавание. В жизни учащихся, конечно, надо узнавать, кто чем дышит. Иначе не добьемся результата. Бывает, что ученики очень, такие трудолюбивые, бывает так себе, которым побаловаться, покупаться, поиграться. Но есть трудолюбивые. Вот из той группы одна девочка, Анастасия, выполнила за 2 года, с ней было очень много работы проведено мною. Она выполнила мастера спорта по плаванию, здесь уже. И вот сейчас я работаю с группами, есть разные. Группы новички, есть сильные. Вот одна девочка у меня 12-го года рождения, первый взрослый выполнила, выиграла по области Самарской 1-е место по своему возрасту. Даже там 11-й год, а она 12-го. Она обыграла, 1-е место заняла и поехала на Санкт-Петербург на «Веселый дельфин» на соревнования.
Ну, правда, там очень сильные были, она не заняла призовых мест. Близко к кандидату она. Вот-вот должна была кандидату, не хватило немного. И дорожки Варвара Мусиенко. Мусиенко такая вот более такая вот, скажем так, у Мусиенко с Авдоком все хорошо. Вот Мусиенко что творит? Мусиенко добавляет, Мусиенко и первая она оказывается. Побеждает здесь Варвара 2:43:96. Надо беречь таких людей. Очень, ну как сказать, трудолюбивая, талантливая девочка. Я постараюсь с ней еще довести до ума, как говорят. Если, как говорят, дай Бог, все будет нормально, доведем ее до ума. Будет одна из сильнейших плавчих или по плаванию девочек не только Самарской области, но и других регионов. Она ездила в Пензу, ездила в Москву, там у ней много первых мест было. Ну, вот с такими людьми мне так хочется работать. От них я не устаю. Устаю от тех, которые бездельничают. Они дурака иногда валяют, приходят купаться. Ну, в одной группе одни работают, другие не работают. Так получается. Приходится воспитывать. А в личную жизнь, конечно, трудно войти. Примерно знаешь, кто чем дышит, как говорят. Но стоит смотреть за теми, нет, не только смотреть, а тренировать лучше тех, которые больше стараются, а которые менее раз скажешь, два скажешь, три скажешь, не понимают, значит, он никогда не будет достигать результатов в спорте. Для себя научится, будет иметь там третий взрослый, второй взрослый, юношеские разряды. Да, и главное, не утонут уже. Сколько человек я за свою жизнь обучил, я не знаю даже, не могу сказать. Моя трудовая деятельность тренерская длится больше 45 лет, наверное. А что ногами-то не пашешь опять? Ноги что не работают? Да, совсем тащишь их, как две оглобли. Ну, как для меня это стиль жизни или работа. Да, это и работа, и стиль жизни, потому что без этого я не могу существовать. Это, может, до конца своей жизни буду тренировать, не знаю. Пока вроде все нормально получается, спокойно работаю с детьми, обучаю их. Ну, некоторые выполняют разряды. Это очень, прекрасное дело. Лучше, конечно, говорят, у нас тяжелая работа тренерская, но лучшей работы, я не думаю, нету для меня. Не знаю, как для кого, но для меня нету лучшей работы. Хотя и сказано было, что тренерская работа неблагодарная, тяжелая. Я знаю много вариантов и случаев, но лучшей работы для меня нет. Ну, я думаю, любой человек будет доволен результатом, если хороший результат. А если нет, то он тоже переносит, как тренер переносит, может быть, еще сильнее, чем ученик за эти результаты. Потому что это тренерская работа, это, как говорят, как скульптор, который создает что-то свое такое. Каждый тренер – это скульптор своего рода, который с человеческим организмом делает, можно сказать, поплыли. Как конструктор или как скульптор он делает с человека, более совершенного. Чтобы достигнуть чего-то, надо очень много работать, поэтому, особенно с детьми, которые еще... Плавание – это спорт молодых, с ними приходится много работать. Так что вот приходится испытывать всегда. Очень, очень переживаешь, если... Но это виду не подается, тренер не должен это показывать, но должен, очень переносит это очень тяжело и очень легко, может быть.
Когда хорошо, легко, когда плохо, тяжело. Значит, где-то недоработано, где-то переработано. Или вот такие моменты в тренерской работе бывают. Конечно, предпочтение отдается тому тренеру, который сам когда-то хорошо плавал. Но бывают и такие, которые не очень хорошо плавали, но добивались результата. Я, например, знаю такого из Балхаша тренера. Константин, отчество не помню. Он грек по национальности. Но плавал, конечно, он плохо, но девочки у него плавали хорошо. Вот такие моменты бывают. Конечно, если тренер испытал то, что он в воде чувствовал, то и голова у него на месте. Если он хорошо тренирует, то это лучше, чем который никогда не тренировал. Для плавания чисто только плавать, по-моему, не бывает в настоящее время. Обязательно тренажерные залы, где проходят большие нагрузки по общей физической подготовке. Это не значит, что там надо 2 часа бегать или там... Но упражнения специальные для плавания в зале очень много специальных упражнений. Но после этого необходимо всегда, чтобы мышцы у пловца были растянутые, длинные. Обязательно упражнения на растягивание. Вот такие, только без этого нельзя. Способ плавания, тренер смотрит, у кого что лучше получается. На то и основное усилие прилагается, чтобы достичь в определенном виде плавания, способе плавания, чтобы достичь результата. Но общее плавание необходимо, потому что поднять функциональную возможность спортсмена только одним способом плавать, это совершенно неправильно, я считаю. Поэтому, когда общее плавание идет, а из этого общего плавания, это все способы надо хорошо уметь плавать. Может быть, не очень отлично, но одним способом, который выбрал, надо плавать хорошо. Вот там-то и лишние мышцы, конечно, нельзя качать, не нужны для спортсмена лишние мышцы. Они необходимы быть для того способа плавания, которым он плавает, больше налегать на эти упражнения. Можно научиться, конечно, быстро плавать, но это надо еще тренер, который может быстро научить плавать. А есть тренеры, которые, год, полгода плавают дети и еле-еле. А есть, которые, месяц, полмесяца уже человек плывет. У меня есть такие дети, которые на 3-е, 4-е занятие уже плывут. Не отлично, но проплывают 25 метров, уже могут проплыть, которые не умели плавать. Это надо видеть таланты, как музыкант. Один хорошо, слух хороший, а у другого нет. Так и в плавании. У одного способности хорошие, у другого нет. Вот отсюда и надо исходить только из этих положений. В подготовке спортсмена необходимо знать, чтобы не мешать ему плавать. Если бывают варианты, когда исправишь технику или еще что-нибудь сделаешь с ним, он хуже становится плывет. Надо не мешать ему, дать возможность, потому что его мышцы – это индивидуально его мышцы, не мои, не ваши, не чьи-нибудь. Это его мышцы, они привыкают к такой работе, которая продвигает его в воде, быстро он движется. Вот это основа плавания должно быть. В каком возрасте пловцы достигают самого большого результата? Это вопрос такой индивидуальный. Некоторым надо 21 год, 20 лет и так далее, и выше мужского пола. Женского пола они достигают результатов раньше, потому что у них и на 2 года соотношение с мужчинами делается разница на 2 года. Поэтому у женщин они более ранние созревают, они быстрее и показывают результаты быстрее. Но бывают исключения, конечно, как вот
призеры Олимпийских игр из Венгрии, по-моему, или откуда она. Она в возрасте 28 лет показывала олимпийские результаты, выигрывала. А если взять, кому легче плавать, взрослым, обучать взрослых или детей, конечно, взрослые быстрее понимают, но они очень плохо продвигаются и плохо плывут. А дети меньше понимают, но продвижение у них намного лучше. Так что с детьми, конечно, более интереснее работать, чем взрослых. Взрослых просто как обучаешь, чтобы он держался хорошо, хоть мальски умел плавать технически, потому что плавание – это спорт молодых. Невозможно в возрасте достигать очень высоких результатов. Хотя Сальников, олимпийский чемпион, он тоже в возрасте уже был 27 лет или 28 ему, когда он выиграл олимпийский и медаль на 1500. Новый рекорд мира установил тогда. Первый человек, который проплыл 1500 метров из 15 минут. 14:54, по-моему, результат. Я уже забыл. Так что тут индивидуально надо подходить к каждому человеку, к каждому спортсмену. А в основном, я сказал, плавание – это спорт молодых. Взрослый, конечно, он схватит быстрее, но будет двигаться очень медленно. Любимая часть работы? Тренировки на воде и в зале, Любимый вид спорта, кроме плавания? плавание. Максимальный километраж, который проплывали за тренировку? Лично я не за одну, а за 3 тренировки в день 18 километров. Кем бы стали, если не тренером? Космонавтом хотел быть, летчиком сначала, военным. Но когда посоветовали, что вас будут поднимать в любое время суток, ночи, а я спать любил, когда был молодой, ну, отказался от этого дела. И сожалею, частично. Люблю космос. Ну что советовать тренерам или кому? Они сами себе, у них у каждого на плечах голова. Они все думают, как бы достичь результата. Но не всегда это удается всем. Иногда ошибаются. Любые тренеры, любой человек, он создан без ошибок, не бывает результатов. Поэтому ошибаться, ну, не свойственно, а бывают ошибки и у тренеров. Дай Бог, чтобы их было как можно меньше. Чтобы результаты достигались с помощью тренера и усердия спортсменов. Плавание – это тяжелый вид спорта. Хотя и говорят, хотя в горизонтальном положении лучше, но тяжелый вид спорта. Потому что в других видах там молниеносно, допустим, боксер один удар и готов. А тут надо плыть и плыть и плыть, трудиться, трудиться, трудиться. Только таким способом можно добиться результата.